Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня с вами вяжем спицами. К вашему вниманию предлагаю джемпер-безрукавка с укороченным рукавом и связано в разных цветовых решениях. Узор вяжется не очень сложно, а как он вяжется, мы сейчас разберем. Данную модель джемпера можно связать на любой сезон, любое время года. Все зависит от того, какую пряжу по составу вы выберете. Для вязания образца узора я выбрала пряжу Lyocell от торговой марки производителя Siam. Это пряжа новинка. Состав 100% Lyocell. Tencel. Вискоза из эвкалиптового волокна. Вес одного мотка 50 грамм, длина нити 125 метров. Цвет пряжи номер 23. Производитель рекомендует вязать спицами номер 2, 3,5. Ссылку на пряжу, на интернет-магазин и свой промокод на скидку, размер скидки 5%, я вам оставила в описании под этим видео и также в закрепленном комментарии. Пряжу Lyocell я буду вязать спицами, размер спиц номер 2,75. Это спицы круговые с гибкой леской. Также видео по обзору моих любимых и самых лучших спиц вы найдете на моем канале. Ссылка появится в правом верхнем углу. Прежде чем мы приступим с вами к вязанию узора спицами для джемпера, хочу вас пригласить на подробный попетельный мастер-класс, который я сняла совсем недавно, специально для начинающих. В этом мастер-классе мы вяжем блузку на любой размер, начиная от 44-го, заканчивая размером 60+, крючком. Идеальный вариант летней блузки, которая подойдет абсолютно всем. По одному мастер-классу вы можете связать летнюю кофточку, блузку, топ и летнюю майку. Видеообзор кофточки и мастер-класса появится во всплывающей подсказке в правом верхнем углу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь к вязанию. А сейчас я вас приглашаю на мастер-класс по вязанию вот такого узора, который можно использовать для вязания джемпера без рукавки. Раппорт узора состоит из 18 петель и высота одного раппорта 16 рядов. Мы с вами свяжем с 1 по 16 ряд и будем вязать всего лишь один раппорт. В одном раппорте 18 петель, и если вы будете вязать данный вид узора по кругу, то количество набранных петель должно быть кратное 18. Если вы будете вязать узор прямыми и обратными рядами, количество петель должно быть кратное 18. Плюс одну петлю вы набираете дополнительно. Вот она у нас идет как изнаночная петля. В конце каждого нечетного ряда мы провязываем вот эту петлю изнаночной. Эта петля идет для симметрии узора. И также набираете 2 кромочных. То есть количество набранных петель у вас должно быть кратное 18. И плюс 3 петли набираете дополнительно. Из них 2 кромочных. На спицах у меня 21 петля, и приступаем к вязанию узора. Общее количество набранных петель для одного раппорта 21 петля. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Я буду вязать бабушкиным способом, методом лицевые за задней стенки. Провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид,
связали один раппорт, первый. Далее мы в каждом нечетном ряду предпоследнюю петлю всегда будем провязывать изнаночной. Вот эта изнаночная петля – это петля для симметрии узора. Вот эту петлю вы провязываете в том случае, если вяжете узор прямыми и обратными рядами. Если будете вязать узор по кругу, раппорт заканчивается там, то есть последняя петля раппорта – это накид. Изнаночную не провязывайте. И кромочную в конце каждого ряда вяжем изнаночной. Все четные ряды мы будем вязать с вами по узору. Кромочную сняла, лицевая, накиды изнаночными петлями. Над изнаночными провязываем изнаночные. Второй ряд свяжем вместе, а далее я буду показывать, как вяжутся только все нечетные ряды. Накиды изнаночными, над лицевой лицевые, накиды изнаночными, над лицевой лицевые петли. И далее мы заканчиваем вязать ряд, провязываем изнаночные. По узору предпоследняя петля лицевая, кромочную изнаночный. Третий ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 5 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли развернула. Провязала как 1 лицевая. Накид, 1 лицевая, изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная и кромочную изнаночной. Вяжем 5-й ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 4 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли развернула и провязала их как 1 лицевая. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли развернула, провязала как 1 лицевая. Накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 лицевые за задние стенки, 1 изнаночная и кромочную изнаночной. 6-й ряд вяжем по узору. 7-й ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 3 лицевых. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли развернула. И провязала 1 лицевую. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли при этом я разворачиваю. Провязываю как 1 лицевую. Накид, 1 лицевая,
изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 1 изнаночная и кромочную изнаночной. В 8 ряду все петли провязала по узору. 9 ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 3 лицевых. 1, 2, 3 за задние стенки, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петли разворачиваю, накид, 2 вместе лицевой. 1, 2, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой за задние стенки, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 3 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 1 изнаночная и кромочную изнаночной. 10 ряд вяжем по узору. 11 ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 2 лицевых за задние стенки. 1, 2, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петли развернула, накид, 3 лицевых. 1, 2, 3, провязываю за задние стенки, 1 изнаночная, 3 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 лицевых за задние стенки. 1, 2, 1 изнаночная и кромочную изнаночной. 12 ряд вяжем по узору. 13 ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петли перед этим я разворачиваю, провязываю их вместе, здесь получается за передние стенки, накид, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 за задние стенки, 1 изнаночная, 4 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, лицевая за заднюю стенку, изнаночная и кромочную изнаночной. 14 ряд я провязала по узору, вяжем 15 ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 2 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, петли перед вязанием разворачиваем, провязываю вместе за передние стенки, получилась 1 лицевая, накид, 5 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, петля для симметрии изнаночная и кромочная изнаночная, то есть в конце ряда 3 изнаночных. 16 ряд я связала по узору. Далее, для того чтобы продолжить вязать узор,
Перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания первого ряда и вяжите все время со мной, начиная с 1 по 16 ряд включительно. Раппорт узора 16 рядов и ширина раппорта 18 петель. При вязании узора по кругу количество петель должно быть кратным 18. При вязании узора прямыми и обратными рядами количество петель должно быть кратное 18 плюс 1 петля для симметрии узора. Вот мы вязали в конце каждого ряда в нечетных рядах изнаночной петлей. И также добавляете 2 кромочных. Если будете вязать джемпер без рукавку, то количество петель должно быть кратное 18 и прибавляйте 3 петли. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество раппортов, свяжите образец. Ширина образца должна быть не менее 10 сантиметров в ширину и в высоту. Лучше свяжите 2 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту, для того, чтобы выполнить правильные расчеты по набору петель на изделие. Сегодня в этом видео мастер-классе я вам показала, как вяжется образец узора, для того, чтобы вы смогли связать джемпер, который вы видите на фото, и показала вам, как смотрится пряжа Lyocell при вязании из этой пряжи узоров ажурных спицами. Из этой пряжи я вяжу впервые. В мотке она смотрится, видите, как красиво. Есть шелковистый блеск у этой пряжи. По тактильным ощущениям она очень мягкая, нежная, шелковистая. Слегка немножко пушится, но это из-за состава пряжи. Здесь в составе сырье Lyocell, вискоза из эвкалиптового волокна. Вот так смотрится у нас пряжа. И вот так смотрится она в узорах. Конечно, вязать из нее приятно, комфортно. Немножко в узоре она такая немножко не то что грубоватая, но кажется, что какой-то узор объемный. После стирки, конечно же, все петли выровняются, и полотно будет очень мягкое, нежное и струящееся. Я эту пряжу заказала для вязания джемпера. Буду вязать и снимать для вас подробный попетельный мастер-класс. Интересная модель, очень популярная. Показывала, как вяжется узор для этого джемпера, и у меня просили снять подробный попетельный мастер-класс. Перед тем, как вязать джемпер, я эту пряжу постираю, так как вся вискоза, она очень сильно вытягивается. Полотно, вязаное изделие очень сильно поддается растяжению. И чтобы убрать вот этот огромный минус, я считаю, предварительно я эту пряжу всегда, то есть всегда пряжу, в которой я не уверена, стираю в машине и в мотках. Как это сделать, у меня есть отдельное видео на моем канале. А я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами завтра на очередном мастер-классе. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч.